Привет, это Саша Акимов, и сегодня мы поговорим о маленьком, но очень интересном объективе 15 мм f1.7 от Panasonic. Казалось бы, система микро 4 третьих просто-таки великолепна и просто создана для стрит-фотографов. У этой системы сплошные плюсы для стрит-фотографий. Большая глубина резкости даже на относительно открытых диафрагмах из-за того, что здесь кроп-фактор 2. В целом, большинство объективов достаточно компактные, но почему-то объективов, подходящих конкретно под мои нужды, не так уж и много в системе. Я хочу действительно маленький объектив, который бы меня не отягощал. Хочу, чтобы он быстро, почти мгновенно и при этом без каких-либо звуков фокусировался. Хотелось бы, чтобы качество картинки также было достаточно равномерным на любых показателях диафрагмы. Вот ведь какой я требовательный задрот. Да, у Olympus есть довольно стрёмный блинчик 25 f2.8. У Panasonic есть их тоже блинчик 14 мм f2.5. Но он мягковат по углам и достаточно медленный. Есть еще отличный блинчик от того же Panasonic 20 мм f1.7. Но он, во-первых, издает звуки и, опять же, слишком медленно фокусируется. У Olympus есть недорогая 35-ка в эквиваленте, это 17 мм f1.8. У него металлический конструктив. Интересная конструкция переключения на ручную фокусировку, но он довольно мягок по углам на всех практически показателях диафрагмы, а если на открытой, то и вовсе качество картинки там такое, что мне оно просто не устраивает. Я мог бы закрыть глаза на это, но 34 мм это не то фокусное, которое мне нравится. Я люблю все-таки быть ближе к 28. У того же Olympus есть, конечно, еще 12 f2, но у него опять же металлический конструктив, конечно же, и качество картинки там уже прям вообще супер классное. Но это уже слишком широко. Все-таки 24 искажает картинку гораздо сильнее, чем мне хотелось бы. У того же Olympus есть еще и офигенный 17 мм f1.2 Pro, но он, во-первых, стоит космических денег, а во-вторых, он и огромный при этом. Есть еще у Olympus и просто смешной и занятный объектив 15 мм f8. Это такая своеобразная крышечка для корпуса, но на удивление, кстати говоря, я его попробовал, и он неплохую картинку, в общем-то, выдает, ну, для объектива, у которого всего 4 элемента в 3 группах, и размерами он при этом всего 1 см. Но в любом случае, качество картинки его меня не удовлетворяет, он скорее больше как для того, чтобы поприкалываться объектив, ну и светосилы все-таки маловато, там просто f8 и все. И вот Panasonic в 2014 году сделали такие приятное стеклышко, которое отвечает, в общем-то, всем моим требованиям. У меня версия, которая выпускалась для DJI-овского подвеса X5, поэтому здесь значок DJI, но все равно это делал, скорее всего, Panasonic, как надпись здесь Made in Japan. Разницы с оригиналом я никакой не увидел, я, естественно, проверил. Различия внешние вообще минимальные. Ну, на этом нет надписи Leica. Крышечка, кстати, что иронично, у меня от Leica. Здесь нет надписи Leica спереди. Плюс бленда, с которой он поставляется, сделана из пластика, а не из металла. Ну и к этой версии, которая от DJI, в комплекте поставляется еще резиночка, которая здесь надевается вокруг кольца фокусировки. Это для follow фокуса. Вот и все отличия. Объектив настолько маленький, что даже коробок спичек, если его поставить на попа, получается больше, чем он. Корпус объектива, конечно же, сделан из металла. Также и крепление байонетное, также металлическое. Приятное плавное кольцо фокусировки. Нашлось место на этом маленьком корпусе даже для переключателя из режима автофокусировки в мануальную. Также здесь есть кольцо регулировки диафрагмы, что является редкостью для современных объективов. И оно обладает негромкими, но очень ощутимыми и приятными щелчками. При этом переключается достаточно туго и тактильно ощутимо приятно. Диаметр светофильтра здесь 46 мм.
как и во многих объективах для микро 4 третьих. Оптическую схему для данного объектива разрабатывала фирма Leica. Тут 9 элементов в 7 группах. Причем в конструкции используются 3 элемента сферических, которые призваны исправлять всевозможные искажения, которые могут появиться. А передняя линза покрыта довольно хорошим антибликовым покрытием. Но я бы все равно рекомендовал его использовать с блендой, хоть она и увеличивает его размеры визуально. Потому что, как показала практика, боковые засветки все-таки вызывают у него ощутимую потерю контраста. Также и 3 асферические линзы, находящиеся здесь в конструкции, не спасают, конечно, объектив на максимально открытой диафрагме от появления хроматических аберраций, но они в принципе настолько хорошо исправлены и столь незначительны, что потом можно их легко убрать на постобработке буквально в один клик, как на вот этой фотографии, которую я сделал на f1.7 в контровом свете в ветвях. Также вполне естественно, что на максимально открытой диафрагме картинка слегка смягчается по углам, но с f2.5 она уже достаточно равномерная и не вызывает никаких вопросов. Микроконтраст у объектива просто фантастический. Он еще также фокусируется достаточно близко, всего с 20 сантиметров, и можно сделать какое-никакое макро даже с каким-то размытием небольшим. Быстрая диафрагма f1.7 позволяет снимать и в ночное время без особых затруднений, даже если у вас камера не стабилизирована. А быстрый и бесшумный автофокус позволяет получать максимум удовольствия от стрит-фотографии. Особенно если использовать этот объектив с какими-нибудь крохотными тушками, такими как GM1, который я недавно обозревал. Его фокусное расстояние максимально близко к тому, которое мне больше всего нравится. Я обожаю 28 мм, а здесь получается 30 мм в эквиваленте. И поэтому я спокойно представляю себе, какая картинка передо мной сейчас. Могу стрелять от бедра. Да, у объектива, конечно, есть некоторые недостатки. На максимально открытой диафрагме у него может появиться незначительная виньетка, чуть-чуть смягчаются углы. Есть иногда возможность словить хроматическую аберрацию, но количество положительных характеристик этого объектива сильно перевешивают. Их настолько много, что этот объектив становится просто обязательным для приобретения, если ты хочешь делать какие-то легкие ежедневные зарисовки или же просто снимать стрит-фотографию на микро 4 третьих. Это крохотный размер, предельно малый вес, высочайшая скорость фокусировки, при этом бесшумность абсолютная, отличная резкость и микроконтраст, металлический конструктив. В общем, все эти качества делают этот объектив крайне приятным приобретением. Надеюсь, мой краткий обзор был полезен. Не забудьте подписаться и до новых встреч.